Пальмовое масло имеет ужасную репутацию, особенно у тех людей, кто интересуется здоровым питанием. Ему приписывают ужасные вещи: повышает холестерин, ухудшает работу желудочно-кишечного тракта, вызывает рак. А правда ли это на самом деле и на чем основываются эти утверждения? Меня зовут Наталья Нефёдова, я диетолог, и я сегодня расскажу вам, что на самом деле скрывается за этими красными плодами и яркими заголовками. Мифы, манипуляции или все-таки научные факты? Начнем с того, как получают пальмовое масло. Его получают из масличных деревьев пальмы. Несмотря на те мифы, которые гуляют на просторах интернета, пальмовое масло – это не трансжиры. Трансжиры – это например, маргарин, а пальмовое масло, оно содержит ненасыщенные и насыщенные жиры примерно 50/50. Ненасыщенные жиры, кстати, содержатся в таких продуктах, как авокадо. И мы все знаем, что авокадо безумно полезный продукт. А насыщенные жиры, они содержатся, например, даже в том же самом кокосовом масле. Но не стоит их бояться. У нас есть новые исследования, которые показывают, что насыщенные жиры не так опасны, как мы думали ранее. Почему пальмовое масло так часто используется в пищевом производстве? На это есть несколько причин. Во-первых, это высокая урожайность. С 1 гектара мы получаем около 6 тонн пальмового масла. Это где-то в 6 раз больше, чем подсолнечного. Во-вторых, оно имеет достаточно нейтральный вкус, долго хранится, поэтому очень удобно использовать в приготовлении. Например, в выпечке. Она не добавит вам никакого лишнего вкуса, который вы не хотите там иметь. И третье, что очень важно для здоровья, пальмовое масло имеет высокую точку дымления. Именно поэтому его используют часто в Азии для приготовления блюд, потому что готовят на огне, в сковородках, сковородка накаляется, и высокая точка дымления нам гарантирует то, что масло не будет модифицироваться и не будет становиться карциногенным. Топленое масло, кстати, тоже имеет высокую точку дымления, и на нем можно приготавливать блюда при высоких температурах, до 230 градусов. Что мы, кстати, не можем сказать про оливковое масло. Поэтому на оливковом масле не стоит жарить какие-то очень-очень горячие блюда. Сейчас мы разберем 5 мифов о пальмовом масле и разберемся, почему же люди его так боятся и вызывает ли оно рак. Миф первый. Люди считают, что это техническое масло. На самом деле, действительно, техническое пальмовое масло существует, но оно используется только в промышленности, оно никогда не используется для приготовления пищевой продукции и составляет всего 1% всего пальмового масла, которое циркулирует в России. Это не так страшно, потому что, подумайте, очень многие другие продукты также используются в промышленности. Например, такой продукт, как сахар, который мы все употребляем и очень любим. Сахар у нас используется для производства определенного пластика. Или, например, крахмал. Но это не значит, что мы не можем его использовать для приготовления пищи. Миф второй. Пальмовое масло опасно, потому что содержит канцерогены и вызывает рак. Пальмовое масло действительно содержит глицидиловые эфиры. Они действительно являются карциногенами. Но исследования показывают, что их количество очень-очень маленькое в пальмовом масле, потому что у нас есть современные технологии, которые, будем говорить, вычищают их из пальмового масла. И, естественно, когда мы используем пальмовое масло, оно проверяется очень тщательно на наличие этих эфиров, и поэтому не стоит волноваться. Также не забывайте про умеренность потребления масла. Это не значит, что масло нанесет вам вред, но мы всегда должны придерживаться той логики, что все хорошо в меру, потому что даже самые полезные продукты, которые вы знаете, опять же, наш пресловутый авокадо, тоже может нанести вам вред, если вы будете его употреблять в больших количествах. Миф номер 3. Пальмовое масло забивает сосуды. В пальмовом масле действительно содержатся насыщенные жиры, но их не так много. Их там 50%, остальные ненасыщенные. Если мы сравним с кокосовым маслом, то в кокосовом масле 80% насыщенных жиров. Но опять же, не стоит так бояться насыщенных жиров. Последние исследования показывают, что они не такие страшные, и забивка сосудов на самом деле дело достаточно сложное и не связано напрямую с употреблением насыщенных жиров. Люди боятся насыщенных жиров, потому что они думают, что употребление насыщенных жиров приведет к повышению холестерина в крови и тем самым приведет к атеросклерозу и бляшкам, сосудистым бляшкам, которые будут закупоривать сосуды, и как следствие у нас будет инфаркт или инсульт. На самом деле все гораздо сложнее. Что касается холестерина, мы не боимся его употреблять из пищи, потому что из пищи мы получаем его в очень маленьком количестве, примерно где-то в 20%. А в 80%
наш организм производит сам. Поэтому даже если вы не употребляли бы холестерин, ваш организм все равно бы его сделал. Ну и вообще не стоит так сильно фокусироваться на употреблении насыщенных жиров или холестерина. Вот на что действительно стоит обратить внимание, если вы боитесь о том, что у вас будет высокий уровень холестерина в крови, это употребление клетчатки, которая как раз и регулирует этот уровень холестерина в крови. Четвертый миф — это прям самая такая классика. Дешево значит вредно. На самом деле, ну, я уверена, что вы все понимаете, что это не так. Пальмовое масло действительно достаточно дешевый продукт, да, по сравнению, например, с оливковым маслом. Хотела сказать с подсолнечным, но скорее с оливковым. Оливковое дороже. Но это не значит, что оно плохое. Просто производство не такое дорогое, потому что урожайность очень высокая. А люди думают, что использование пальмового масла из-за того, что оно дешевое в производстве, да, пытаются как-то сэкономить на цене, и именно поэтому оно плохое, но на самом деле это совсем не так. Вот, например, возьмите гречневую крупу. Она тоже не такая дорогая, ну, по сравнению, например, с киноа. Но очень полезный продукт. Люди часто боятся, так сказать, передозировки пальмовым маслом, потому что его часто используют в приготовлении блюд, но не стоит этого делать, передозировки не будет, вы же не мажете его прям вот на хлеб и поедаете его тоннами. Вот тогда я бы, конечно, боялась того, что вы его переедите. А когда оно используется в таких продуктах, как выпечка, я бы больше обращала внимание на сахар, если честно, в таких продуктах. Пятый миф — это социальное подтверждение. Это значит, что когда везде и очень много говорят о том, что пальмовое масло — это плохо, пальмовое масло вызывает рак и вообще делает какие-то жуткие-жуткие ужасы, то трудно в это не поверить. Но это такой эффект толпы, который, которому, к сожалению, люди все-таки подвержены. Так откуда же взялся миф, то, что пальмовое масло вызывает рак? На самом деле это, скорее всего, пришло от того, что пальмовое масло часто используется при производстве определенных продуктов, при приготовлении определенных продуктов, как, например, выпечка, она у нас сладкая и вкусная, фастфуд, тоже не сладкий, но вкусный. Вот именно эти продукты мы можем связать с онкологией, а никак не пальмовое масло, потому что эти продукты могут, во-первых, привести к повышению веса. Ожирение, как мы все знаем, действительно может быть фактором развития онкологии. А есть ли польза от пальмового масла? Конечно, польза есть. Это источник жиров, как и любое другое масло, это раз. А два, пальмовое масло содержит бета-каротин и также витамин Е, и может использоваться как источник этих микроэлементов. Кстати, и использовался, когда эти микроэлементы не были доступны в какой-либо другой форме. Пальмовое масло можно употреблять как любое другое масло. Вообще не стоит делать выбор какого-то масла и потреблять только его. У нас есть разные масла, это подсолнечное, оливковое, есть то же самое кокосовое с его насыщенными жирами, естественно, есть пальмовое. Не бойтесь его переедать, оно действительно используется в большом количестве в различных продуктах, но вы никогда им не перенасытитесь. Поэтому просто... Не знаю, мне кажется, вообще не фокусируйтесь на том, потребляете вы пальмовое масло в том или ином продукте или нет. Как я уже говорила, современные технологии позволяют сделать его достаточно качественным.